Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители моего канала. Канал мой называется Maison et Jardin, или по-русски это Дом и сад. Меня зовут Александра. И сегодня очередное видео о посадках, потому что оканчивается осень и пора закончить посадки луковичных. В данном случае будем говорить о посадке алиума. Я приготовила несколько сортов алиума. Ну, алиум, я думаю, вы знаете, это декоративный лук. Получила я свежие луковички. Луковички из Голландии. Это голландский посадочный материал. 3 сорта у меня на сегодня. Хочу вам их представить. Первый сорт это алиум церулеум, или в переводе с английского, даже так, с латыни. В переводе с латыни это называется голубой лук. Луковички у него очень маленькие. Сейчас открою и покажу. Я заказала 5 упаковочек. В каждой упаковочке по 5 луковичек. Вот такие вот небольшие луковички. Кстати сказать, они вполне съедобные. Если у вас нет лука, можете полакомиться. Алиум церулеум – это лук голубой. То есть сами соцветия будут голубыми, такие вот синими. Лук довольно высокий, где-то около 80 сантиметров. Начинает цветение в конце весны, в начале лета. То есть где-то в конце мая, в начале июня вы увидите его первоцветы. Соцветия. Сами соцветия небольшие, где-то сантиметров 10-15, но цвет очень красивый. Он прекрасно будет выглядеть на фоне второго плана посадок. Еще один вид лука, это лук. Сейчас надо правильно прочесть. Тоже тут у меня 5 упаковочек. Называется лук цувани. На польском это звучит название цувани. Тоже луковички маленькие. Это декоративный лук, который используют, как вы думаете, для чего? Для букетов. Он прекрасно стоит в срезке, имеет такие вот белые соцветия в виде, ну, он очень похож, как по мне, на первоцветы такого белого тона. И его срезанные веточки с цветами прекрасно сочетаются вот в таких весенних букетах с другими цветами, например, с пионами, которые цветут уже в июне, с розами. То есть можно использовать этот лук в качестве фона для других цветов в букетных композициях. Лук цувани, тоже декоративный вид лука. В каждом пакетике 5 луковичек, как я уже сказала, буду высаживать. Ну и наконец третий. Ну этот будет, конечно, монстр, гигант. Сейчас покажу. Вот посмотрите, какие большие луковицы. Думаю, многие узнали. Это лук тоже декоративный, алиум. Алиум называется Маунт Эверест, то есть гора Эверест. Ну, я думаю, те, кто ценит такие декоративные луки и имеет их в своем саду, сразу узнали этот лук. Это лук с огромным цветоносом, и причем у него цветы будут белого цвета. Высота цветоноса такой луковички примерно 1,10 м, 1,20 м. Представляете себе, да, почти в рост такого 12-летнего ребенка.
И само соцветие в диаметре составляет примерно 30 сантиметров. Вот такие огромные луковицы у этого лука декоративного. Кстати, в отличие от этих небольших луковичек, у него такой специфический запах, я бы сказала, капустный, даже не луковичный, а капустный. Вот тут нагрузку еще дали к одной луковичке мне еще, видите, даже не так. Это была часть луковицы, то есть она уже делилась, и эта часть может быть высажена уже как отдельная луковичка. Вот, кстати, еще одна формируется луковичка, то есть этот лук, он по факту делится с образованием луковиц, так как делятся наши луки, кущевки, вот пищевые, да, луки овощи, как кущевки, как называют их еще многозачатковые луки. Вот это Маунт Эверест, многозачатковый лук, можно сказать. Просто луковица у него очень большая. Ну и как все декоративные луки, как и все овощные луки, эти луки стараются садоводы высаживать осенью, чтобы к весне уже получить хорошо укоренившуюся луковичку, которая начнет цветение. Что касается условий посадки. Как обычно для всех луковичных, так и для этих декоративных луков, глубина посадки такой луковицы составляет 3 размера этой луковицы. То есть если вот здесь вот 6 сантиметров, да, где-то 6 сантиметров, то на 3 луковицы я обязана посадить эту луковичку примерно на глубину 18-20 сантиметров. Вот эта луковичка должна сесть в почву. Ну, а это, конечно, будет практически на поверхности, потому что она меленькая, и ей нужно где-то сантиметров 5, не больше глубины. Перед посадкой, конечно, каждую луковичку надо обработать фунгицидом, потому что непосредственно в теле луковицы очень много сахаров. И если лук не будет обеззаражен, он может просто сгнить. То есть бактерии отработают все сахара, которые здесь есть, и вам останется только продукт их жизнедеятельности, отходы производства. Поэтому обязательно обрабатываем лук перед посадками, алиум перед посадками фунгицидами. Я в данном случае буду обрабатывать его Максимом, водным раствором фунгицида Максим, который борется с корневыми гнилями и с фузариозом. Настою примерно 2 часа в водном растворе и потом буду высаживать. Ну а теперь поговорим еще о подкормках вот таких вот декоративных луков. Для того, чтобы вы получили красивое соцветие буквально в конце весны, нужно обязательно высаживать такие луки в хорошую, дренированную, с хорошим дренажом, плодородную почву. Торфы для таких луков, в которых застаивается вода, а торф, как вы знаете, держит воду, не подходят, потому что лук может просто загнить. Поэтому нужно приготовить заранее, недели за 2, посадочную площадь, хорошо ее удобрить, добавить туда плодородный какой-то гумус или же компост хорошо вызревший, или хорошо вызревший перегной, смешать это все и высаживать луковички. Конечно, можно и замульчировать, потому что лук, хотя и морозостойк, но все равно нужно предостеречь его от подмерзания, особенно вот такие крошечные луковички. И как только начнется весна, как только проснутся луковички, и вы увидите первые ростки, эти посадочные площади следует удобрить селитрой. Это может быть аммиачная селитра, это может быть калиевая селитра, это может быть и кальциевая селитра. Для того, чтобы луковичка нарастила свою вот эту вот питательную массу. Потому что все селитры, они способствуют росту луковиц. Ну и как только вы увидите, что появились первые бутоны, растение выпустило цветонос, следующая подкормка – это подкормка фосфором. То есть нужно взять комплексное удобрение с максимальным содержанием фосфора и обработать либо по листве, либо же просто полить луковичку под корень.
Как только растение начинает цветение, добавляем калийные удобрения, для того, чтобы цветение было более продолжительным и более ярким. Ну а как только цветение закончится, обычно это где-то середина июня, лист декоративных альбумов, он начинает потихонечку отдавать свои питательные вещества непосредственно луковичке и усыхать. И после того, как листья усохнет, обычно луковички выкапывают, дают им хорошо просохнуть, прячут их в затененное место сухое и ждут осень, чтобы снова высадить их в почву. Я делаю так только с некоторыми сортами лука. Большая часть декоративного лука я оставляю на том же месте, где они растут. И за 2-3 года они дают массу луковичек вокруг себя. Это посадочный материал. Кстати, это вы увидите, потому что рядом с луковичками, мамочками, появятся новые молодые растения. И на 2-й, на 3-й год такие луковички можно выкопать и отделить этот полученный посадочный материал от луковиц мам. Ну вот такой получился у меня рассказ о декоративных алиумах, которые я буду сейчас высаживать. А далее этап, конечно же, посадки луковиц. Пойдемте посмотрим, как я это буду делать. Итак, будем приступать к посадке луковичек декоративного лука. В данном случае у меня это будет Маунт Эверест. В общем, я его обработала уже. Посмотрите, как выглядят луковицы. Они немножко красненькие. Я их обработала Максимом. И теперь буду высаживать. Вот так выглядят луковички. Еще сделаны лунки. Лунки я делала с помощью вот такого приспособления. Это у меня для посадки луковичных. Здесь даже есть градуировка, на какую глубину. Вот видите, 5-10 сантиметров. В данном случае глубина практически максимальная. Потому что каждая луковичка должна высаживаться на глубину 3 диаметров луковиц. Ну и вот я ее опущу туда в почву. И, конечно же, укрою. И обязательно назначу место посадки, чтобы луковичку не потерять. Вот так будут высажены все луковицы. И весной мы увидим первые всходы. Так, первую я отметила. Следующее. Луковички появятся где-то в начале апреля. Появятся первые ростки. Кстати, не попутайте. Вот донышко. Донышком надо высаживать вниз. Как только появятся первые росточки, надо будет подкормить луковички аммиачной, калийной или кальциевой селитрой. Что у вас будет под рукой, для того, чтобы луковица побольше набралась сил и отблагодарила вас буйным цветением. Это я еще раз повторюсь, это были луковички Маунт Эверест. Теперь сделаем посадку луковицы голубого лука. Вот у меня приготовлены тоже лунки, но эти лунки намного мельче. Они примерно 3 сантиметра. Ну вот настолько. Потому что сами луковицы, видите, какие небольшие. Тут в каждую луночку я буду выкладывать по 3 луковички. Вот так вот на расстоянии друг от дружки. Это будет голубой лук. Называется он Алиум церулеум. Это первая луночка. Вот вторая будет луночка. То есть здесь тоже внимательно нужно смотреть, какого размера лук. И делать глубину посадки в размере 3 луковиц. Ну все, сейчас я здесь тоже сделаю отметочки.
что я тут высаживала. Голубой лук, конечно, не имеет таких больших цветочных цветоносов, но зато он имеет красивый цвет. Действительно голубой, красивый такой ярко-голубой цвет. Так, засыпаем эти луковички. А сегодня 19 ноября. Но у нас еще тепло. Сегодня плюс 8. Так, следующие луковички тоже сейчас посажу. И наконец третий сорт моих луковиц. Они тоже обработаны. Вот так они выглядят. Это луковички для букетов. Видите, они такие вот более круглые. Здесь тоже буду высаживать в лунку где-то 4 сантиметра в глубину. Тоже буду высаживать по 3 луковицы донышком вниз. Вот так вот выглядит посадка. И сейчас засыплю почвой. И, конечно же, назначу местечко, где я посадила. Будем ждать красивого цветения. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся.